Мысль о посещении Японии у меня возникла довольно давно, и вот, наконец, этот момент настал. Для посещения этой страны я выбрал период осенний, а именно сентябрь, так как в этот период не так жарко и достаточно мало людей, мало туристов. Но, как показала практика, туристов было приличное количество. Боюсь представить, сколько их находится в популярные сезоны типа Сакуры или Момиджи. Но, в общем, это абсолютно не важно. На данный момент виза получена, билеты на руках. Отдельно, если вы хотите узнать историю о получении визы, пишите в комментарии, я об этом подробнее расскажу. Всем привет, с вами Камикота. И на данный момент мы отправляемся в великое путешествие в страну восходящего солнца. Оставайтесь со мной, погнали! Перелет в Пекин занял около 8 часов. Китайские авиалинии — это совершенно отдельный разговор. За время полета нас покормили несколько раз. Довольно вкусно. И при этом неограниченное количество раз можно брать всякие разные снеки. Ну и любители алкоголя. Тут о вас также подумали. Дальше нас ждал не просто аэропорт, а настоящий город будущего — Дасин. Наш верный товарищ полетел вперед, как знамя. Пекинский аэропорт Дасин — это архитектурный шедевр. Он построен в форме шестиконечной звезды, чтобы путь от центра до любого выхода занимал не больше 8 минут. Здание настолько огромное, порядка 700 тысяч квадратных метров, и прямо посреди этой футуристичной громадины спрятан традиционный китайский сад, в котором мы, собственно, оставшиеся 2 часа ждали нашего самолета в Токио. И вот мы снова в воздухе. The next station is Tokyo, как говорится. Самолет, на удивление, большой для 3-часового перелета. И вот кажется, что в моменте мы сядем прямо в Токийский залив. Через мгновение я окажусь в Японии. И вот мгновение настало. Я иду по японскому аэропорту Ханеда. В тот момент мне казалось, что я во сне. Маленькие машинки за окном, японская речь в оповещении, другая жизнь в целом. Я в полной эйфории от происходящего. Даже не знаю, что сказать. Я в Японии, блин, я не верю своим глазам. У меня до капец руки дрожат. Это просто... Ну и, конечно же, первым делом я затестировал знаменитый японский туалет во всей своей красе. Первым делом я приобрел данную карту, называется она Суйка, за 500 йен. Она сэкономит достаточное количество времени, так как является и проездным, ей можно оплатить покупки в кабине. Добираться до центра Токио решили на монорельсе, но сошли на первой же станции, немного заблудившись, сели уже в обыкновенный поезд, который следовал до района Гинза.
На данных кадрах мы проходим театр Кабукиза с чемоданчиками и вымотанные разными передвижениями. Оттуда несколько остановок до нашего отеля. Отель я выбрал в центре ночной неоновой жизни Шинджуку, напротив огромного парка и недалеко от станции, так что добраться в любую точку не было проблемой. И, собственно, небольшой краткий обзор на номер от говорящей головы. Обзор на японский номер чек. Все, чтение под номером. Карточка здесь вставляется для доступа к свету. Это у нас основной свет. Подсвечивается, все работает. Это зеркало, это модник, все поверхность, здесь вещи, кроссовки. Можно ходить в кроссовках, подошва всегда чистая. Юкаты при отеле, серия отелей АПА, бизнес-отелей. Собственно, столик, все дела, чайник, телефон, доступ к зеркальце, которое вот так вот выглядит, смотрю на свой торс. Здесь шкаф-часы, холодильник, рабочий, все нормально. King size постель, телевизор Sharp и вот такой размер комнаты. Следующий мой день начался с парка Шинджуку-гёен. Вход платный, стоит 500 йен. Что ж, ребят, всем привет! С вами, как всегда, я, Камикота. Сейчас мы находимся в Центральном парке, неподалеку от Шинджуку. Я под впечатлением до сих пор от огромным, как здесь все невероятно. Это, конечно же, все не передать прям на камеру, понятное дело. Но вчера перелет был достаточно интересный, но в целом он прошел достаточно легко и незаметно. Пересадка в Пекине. В общем и в целом мы прилетели, сразу столкнулись с такой культурной частичкой под названием очереди. Очереди здесь, в этой стране, обязательно соблюдать и не нарушать, не разрушать это ядро. Очереди были огроменные, на таможне проверяли все досконально, и, в общем-то, и все. Пробыв где-то час-полтора в аэропорту, сделав все формальности, мы дальше, и, собственно, и тронулись. Сначала на монорельсе, а потом, я посмотрел, по Google Maps можно было бы доехать, конечно, сразу в центр, но мы почему-то решили сойти на станцию, которая рядом с аэропортом, и там заблудились. Благо, у японцев спросил, знания японского пригодились как-никак, и он прям на пальцах показал. И все, собственно, доехали. Настолько был вымотавшийся, что я ничего даже не снимал. Здесь очень спокойно, и вдали очень красиво виднеются небоскребы. На самом деле очень чисто, каждый кустик пострижен. В общем, как показалось, идеальная чистота, идеальный порядок. Для любителей различных звуков только послушайте. После парка я решил просто погулять по этим знаменитым японским улочкам. Здесь все такое миниатюрное, и при этом японцы максимально используют это небольшое количество пространства. Архитектура меня сразу зацепила, не могу передать почему, но даже прогулка по этим улочкам в радость.
На данных кадрах мы очутились уже на более широкой и шумной улице, хотя буквально на соседней улице царит полная тишина. А на данных кадрах действительно складывается впечатление бетонных джунглей. Наступил новый день. Решили в этот прекрасный день поехать посмотреть на визитную карточку Японии, Великий Фуджисан. Чтобы добраться до Фуджи на обычных поездах, нужно быть готовым к настоящему квесту. Мы выбрали один из самых, по крайней мере, сложных маршрутов от Шинджику до станции Оцуки, потом пересадка на местный поезд до Фуджи-Йошиды. Пути 3 часа против 1,5 часов на скоростном поезде. Зато это настоящее погружение. Вот он, тот самый тематический поезд, который довезет, собственно, нас до города Фуджи-Йошида. Как видно на кадрах, пейзаж за окном стремительно меняется. Бетонные джунгли остаются позади, начинаются рисовые поля и маленькие домики. Мы подъезжаем к префектуре Яманаши, в город Фуджи-Йошида, который находится прямо напротив горы Фуджисан.
И вот мы сошли на станции Шимайошида. Наша цель — та самая смотровая площадка у храма Чуреито, откуда открывается вид на пагоду и Фуджи. Но как всегда, выбрали мы не самый короткий маршрут. Путь состоял из большого количества ступенек. Здесь действительно нужно быть натренированным человеком. Этот путь лежит к храму с именем Аракура Фуджи Ценген. Здесь невероятно красиво. Синие краски усиливают это ощущение. И даже не замечаешь, какое количество ступенек было преодолено спустя время. Сегодня нам не повезло. Фуджи, как видно, за облаками. Говорят, она видна только 80 дней в году. Мы шли вверх бесконечными ступенями, надеясь видеть эту самую визитную карточку Японии. Мы постояли наверху, сделали кадры с Фуджи за облаками и начали спускаться. И вот тогда на середине спуска облака расступились всего на несколько минут. Это было нереально. Фуджи показалась во всей своей ледяной величественной красоте. Весь подъем мгновенно стал того стоить. Следующий день начался с посещения метро. Даже в утреннее время, как вы видите, здесь довольно много людей. Сегодняшний день — это наш крайний день в Токио. Планы грандиозные. Первым делом покупаем билеты на ночной автобус в здании Баста. Это огромное здание, посвященное рейсовому транспорту, и не только. Далее я построил маршрут до одного места, где подают один из самых необычных, по моему ощущению, напитков — матча. До этого заведения от здания Баста оказалось не так уж и далеко. Называется это заведение Димача Токио. Это место, как видно, пользуется популярностью. Я взял матча лимонад. Не до конца понял на самом деле этот вкус, но он действительно взбодрил меня. Потом на дорогу взяли местную выпечку и пошли просто гулять. День был в нашем распоряжении, и погода позволяла. Очень достаточно приятная. И вот мы снова в метро, но уже едем до еще одной достопримечательности — Мэйджи-Джингу. Мэйджи-Джингу посвящен императору Мэйджи и находится недалеко от известной у молодежи улицы Такешита-стрит. Здесь очень зелено, картинка не передает, к сожалению, запахи, которые здесь сопутствуют. А это мы проходим бочки с саке. Очень необычно. Перед входом в храм обязательный ритуал очищения. Здесь ощущается действительно дух той самой древней Японии.
А здесь, прямо перед входом в храм, как вы видите, выступают уличные танцоры, или как их еще назвать, но выглядит достаточно прикольно. А теперь мы переместились на ту самую упомянутую ранее улицу Такешита в Хараджуку. Здесь нет места тишине храмов. Центр молодежных безделушек и модной одежды. Здесь прямо все говорит. Зайди и чего-нибудь возьми. Ну что ж, наступает вечернее время, загораются огни и неоны. Перемещаемся на сам Шинджуку и держим путь уже в храм потребления Дон Кихот. Дон Кихот — это как наша лента или Ашан. Здесь есть множество этажей, каждый этаж разбит на секции. Есть товары на любой вкус и цвет. Это хаос, но очень организованный хаос. Здесь невозможно уйти с пустыми руками. Это мы пришли в отдел с бьюти-товарами. Цены на товары буду вводить в соответствии с их наличием на кадре в определенном диапазоне. И здесь же рядом маленький отдел с разной электроникой. Зарядки, пауэрбанки, наушники, полная смесь. Здесь отдел с игрушками и фигурками. Вот такой дракончик карманный. Видимо, популярный продукт, как написано. Рядом чехлы для AirPods. Разные. И рядом фигурки из популярных аниме. И разные сувениры. Различные покемоны. Такое здесь очень, очень любят. Прикольные сумочки, авоськи. И теперь мы зашли в тот отдел, где понравится точно любителям Лего. Всякие разные лимитированные варианты. У меня очень вызвало интерес. А также машинки и фигурки из Idolmaster. Выбор колоссален. Любителям что-то коллекционировать сюда точно нужно прийти. А здесь уже уголок с разными настольными играми и журналами. И какими-то ремешками с бижутерией. И снова те самые покемоны. А тут уже может понравиться представителям женского пола. Но я в этом не могу разбираться, поэтому идем дальше. Следующий этаж и сразу множество чемоданов на любой вкус и цвет. И всякие прикольные штуки для удобства в путешествии. Сувенирчики тематические. А крайний этаж — это уже что-то на богатом. Тут уже тяжелый люкс. Это уже для привилегированных.
Ночь в Шинджику — это другая планета. Здесь тот самый перекресток с котиком на большом экране. Выглядит очень мило. Улицы с кучей неона и кучей заведений на разный вкус. Больше всего, конечно же, здесь различных пивнушек идзакай. На данный момент путь нас направляет в очень необычное для нас место — Кабукичо. Этот район необычен тем, что здесь стоят разные девушки, причем стоят они в ряд, и каждая со своим ценником, и каждая в разном одеянии, привлекающее внимание. Это в Японии популярная услуга — девушка на час. Как я понимаю, если ею воспользоваться, то ценник может увеличиваться со временем математической прогрессии. На самом деле, этот район как раз таки показывает некую общую проблему Японии. Как все-таки здесь много одиноких людей и девушек, чьи судьбы довели их сюда заниматься такой деятельностью. Это печально на самом деле. Здесь скитается вся молодежь, и порой они просто расстилают картонки и просто сидят, распивают алкоголь и всякие вещества. И все это в совокупности с тонной туристов. И здесь действительно грязно. Район, как по мне, спорный. Ну а тем временем, чтобы немного отвлечься, я зашел в место, где многие люди тратят огромные деньги, причем деньги впустую. Это легальное некое казино в Японии, и здесь такое тоже любят. На кадрах обыкновенный кран-автомат. Как хорошо, что меня остановили, и я не слил достаточно много денег. Здесь автоматы откалиброваны таким образом, чтобы выиграть у вас было по минимальному шансу. А я так хотел эту фигурку, как и многие другие здесь. Но также я здесь видел людей, которые забирали в пакетах по несколько разных коробок с содержимым. Мой совет: не повторяйте мою ошибку. Как мы вышли из игрового центра, тут же появились различные уличные артисты. Выглядит необычно. Далее мы просто пошли гулять по району без какой-либо цели. Заходили в разные переулки и просто наслаждались времяпрепровождением. И тут я вспомнил, что есть здание мэрии и что можно попасть на смотровую площадку, причем совершенно бесплатно. Недолго думая, мы ринулись туда. Нас застал небольшой дождь, но вроде не растаяли. И вот, мы на 45-м этаже японской мэрии. Красота, по-другому не описать. Собственно, итоги. Первые 4 дня в Японии закончились. Что я понял? Это страна, где порядок и безумие существуют одновременно, где чистота парков соседствует с неоном ночных кварталов. Это только начало. В следующем видео мы отправимся в Осаку, также в Киото. Чтобы не пропустить, подписывайтесь и ставьте лайк, если было интересно. До скорого. Всем пока.